Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, и это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в описании под любым видео на канале. Также спешу вам сообщить о том, что у меня есть личные расклады. Я также делаю обряды на финансовое благополучие, на ваше здоровье, на любовные взаимоотношения. Делаю чистки, ставлю обереги и ставлю защиту. Также мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами обращайтесь, пожалуйста, ко мне в личку, либо пишите в комментариях, если не смогли найти мой номер телефона под видео. У меня есть закрытый канал на Бусти, вы все, наверное, его знаете. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. И я благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти. Вы помогаете нам становиться лучше, друзья мои. Имена или ники этих подписчиков сейчас появятся на ваших экранах. А с нами сегодня карты Райдера Уэйта. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о Борисе Моисееве. Вы знаете, есть артисты на годы, а есть на время, на века. Некоторые не запоминаются вовсе, а иные потируют публику не только своим внешним видом, но и харизмой, бравостью и неизмеримым никакими человеческими мерками, качествами, присущими не артисту, а настоящему человеку. Таким и был Борис Моисеев. Что только вот вспомнила сейчас, что только стоит его голубая луна, Щелкунчик, все начиналось с этого. А дальше как-то так повелось, что без этого артиста не проходил уже, наверное, ни один аншлаг, концерт на российской эстраде, и все ему рукоплескали. Вот я это помню очень хорошо. Мама моя бабушка его смотрели, его любили, обожали, а потом любила и обожала я, потому что он действительно был какой-то очень необычной души человек, и он, правда, мне нравился, его песни запали в душу. Только вот болезнь его, и затем и смерть застала очень быстро, в 68 лет. Борис Моисеев покинул этот мир, но вопросы, которыми окутана тайна его смерти, они живы по сей день. Умер ли Борис вообще, жив ли он, возможно, сейчас? Какие-то такие невероятные вопросы задают мне поклонники, мы сегодня это тоже посмотрим. Умер ли Борис своей смертью или кто-то помог ему, уйти на тот свет? Какую роль в его судьбе сыграла Алла Пугачева и Сергей Горох? Очень многие интересовались ориентацией Бориса, и, конечно же, сам Борис, каким он был и где сейчас обитает его душа. Первое, что мы с вами посмотрим, это, конечно, характеристика личности. Мы всегда ее смотрим, когда гадаем с вами на какую-либо личность. Карты, покажите мне, пожалуйста, характеристику личности Бориса Моисеева. Вот каким человеком он был, каким его видел этот мир, вселенная, что это был за человек. Каким человеком был Борис Моисеев? Характеристика личности Бориса Моисеева. Характеристика личности Бориса Моисеева. Мы раскроем полностью его сегодня, что любил, что делало его счастливым, но для начала общую характеристику посмотрим. Характеристика личности Бориса Моисеева. Ничего себе, верховная жрица, тайна. Он никогда никому не говорил и никогда никому не показывал своих истинных чувств и эмоций, Он всегда в себе таил какую-то тайну. Вот не зря говорят, у каждого человека есть какая-то такая хоть толика маленькой правды, которую он оставил для себя в этом мире. Он был очень загадочной личностью, необычной личностью. В нем всегда боролось черное и белое, белое и черное. И он очень многим, даже своим друзьям, не ведал того, что происходит у него в душе. Он сам от себя бывало порой скрывал какие-то моменты, чувствовал себя невероятно одиноким человеком. От этой карты веет одиночеством, веет каким-то холодом. Верховная жрица здесь даже похожа на некую снежную королеву. Возможно, по верховной жрице человек обладал какими-то эзотерическими, магическими способностями или просто очень хорошей интуицией. По карте верховная жрица проходят хорошие интуиты, либо люди, которые очень хорошо чувствуют, очень хорошо питают кому-то какие-либо чувства, и чувствуют себя часто
одинокими. Они не созданы для этого мира. Не созданы для этого мира, потому что они слишком глубоки. Глубоки, как море, как океан. Вот вы знаете, мне хочется вот об этой карте так сказать. И я таю в себе все чувства и эмоции, я прячу их в себе для того, чтобы не выражать их этому миру, потому что мир меня просто не понимает. Черное и белое меня одолевают, дьявол и ангел, да, вокруг меня летают. Вот хочется вот такими словами выразить эту карту. Человека с детства, с подросткового возраста не хотел рассказывать всем и всякому о том, что происходит в его душе, потому что ему казалось, что это только для него, да, только самые близкие, самые родные люди должны знать какие-то сокровенные его тайны. Но вот самых близких и самых родных людей, к сожалению, у Бориса за всю его жизнь так и не было, так и не оказалось с ним рядом, да, возможно, были какие-то любимые люди, возможно, были какие-то друзья или экс-друзья, да, липовые друзья, да, прошу прощения, если их можно так назвать. Мы сейчас посмотрим, кстати, Алла Пугачева действительно ли была его другом, да, или все-таки это было нечто другое. Но вот здесь такая загадка, такая тайна веет от этой карты. Верховная жрица – это человек-одиночка, человек, который живет для себя, но очень хотел бы жить для окружающих. Однако не было таких окружающих в его окружении, простите за тавтологию, которым бы он доверил все самое личное и сокровенное. Вот об этом здесь речь. Давайте посмотрим, чего боялся больше всего в этой жизни Борис Моисеев. Хочу характеристику личности раскрывать до конца, да, вот именно с этого человека почему-то пришла идея раскрывать характеристику личности до самого конца. Чего боялся больше всего в этой жизни Борис Моисеев? Сначала мы раскроем все о нем, о его личности, а потом уже копнем глубже про его смерть. Чего боялся больше всего в этой жизни Борис Моисеев? Чего боялся больше всего в этой жизни Борис Моисеев? Буквально по одной карте вытягиваем, да, сейчас пока. Колесо фортуны. Боялся вернуться обратно на ту точку, где он стоял, с чего он начинал, с истоков, с которых он начинал, да, начинал он, видимо, как-то, возможно, не очень хорошо, возможно, как-то скудо-бедно было, да, или, возможно, ему не очень нравилось то, что у него было в прошлой жизни. Очень боялся смерти, кстати, по колесу фортуны прямо идет: я не хочу умирать. Я не хочу умирать, я хочу жить долго, а, возможно, вечно, если это возможно. Я хочу переродиться в следующей жизни и быть снова в следующей жизни практически тем человеком, каким я был в этой. Вот об этом здесь речь. Чего больше всего боялся? Фатума, какой-то неизбежности, да, какой-то фатализма. Человек боялся смерти, человек боялся прийти к тем истокам, с чего он начинал, потому что те истоки, возможно, были, как я уже выразилась, не очень хороши, да. Боялся вернуться к той точке отсчета, с которой он начинал все. Ну и, конечно же, смерть, безысходность, да, фатализм и все в этом духе. Вот этого боялся больше всего на свете Борис Моисеев. Что делало его счастливым? Давайте посмотрим, что делало Бориса Моисеева счастливым. Что делало Бориса Моисеева в этой жизни счастливым? Что делало Бориса Моисеева? Что делало Бориса Моисеева в этой жизни счастливым? Как это ни странно звучит, одиночество. Он всегда говорил о том, что он одинок, но он был счастлив в этом своем одиночестве. Объясню почему, да. Он очень хотел иметь рядом родную душу, но иногда бывает так, что родной души нет. Ну вот ее просто нет, да. Нету такого человека, которому ты бы мог доверить все свои секреты, все свои тайны, всевозможные, да. И нет человека, с которым ты мог бы поделиться всей мудростью, которую ты нажил. А он был очень мудрым человеком, очень глубоким человеком. Несмотря на то, что он эпатировал публику, он выступал, вот, да, возможно, кто-то смеялся, возможно, кто-то кому-то нравился, да, Борис. Были люди, возможно, кто его ненавидел, да, вполне такое возможно. Но вот этим своим эпатажем, несмотря на то, что он был такой балагур, он как бы хотел перечеркнуть все то, что было у него в настоящей жизни. А в настоящей жизни он был очень умным, мудрым человеком, который знал тонкости, который любил философствовать. И вот в этой своей философии, в этой своей мудрости, в этом своем отшельничестве и одиночестве он был счастлив. И я счастлив потому в своем одиночестве, говорит эта карта, да, она от нее прям веет этим, потому что мне не с кем поделиться своей мудростью. Нет такого человека, который бы меня понял. И если такого человека нет, то я счастлив быть одиночкой. Вот об этом здесь речь.
И последний вопрос из характеристики личности. Самое большое желание в жизни Бориса Моисеева. Каким было самое большое желание в жизни Бориса Моисеева? Потом мы копнем чуть поглубже в детство, ориентацию меня спрашивали, да. Затем мы уже посмотрим отношения с Аллой Пугачевой, с Сергеем Гороховым и так далее. Самое большое желание в жизни Бориса Моисеева. Вот каким было самое большое, самое сокровенное желание в жизни Бориса Моисеева? О чем оно было? Перевернуть все и начать с нуля. Вот чтобы не было так, как есть сейчас, вот вообще, чтобы все просто рухнуло и восстало из пепла. Он очень боялся, как я уже выразилась, вернуться к той точке отсчета, с которой он начинал. Но он не боялся жить заново, он не боялся открывать новые горизонты, он хотел чего-то нового. Поэтому он любил эпатировать публику. Вот понимаете, для чего этот эпатаж нужен, да? Для того, чтобы просто выйти из рамок возможного, да, и из рамок того, что он называет своей жизнью. Вот все бы перевернуть и начать бы так, вот как я никогда не жил. Вот самое большое желание, то, что, возможно, у него не было семьи, он хотел семью, да. Вот нет у меня, там, я не знаю, собаки, я заведу собаку, нет у меня детей, я хочу, чтобы были дети. Вот чтобы было все не так, как есть. И живу я в этой стране, хочу жить в другой. Я не боюсь меняться, но почему-то не могу сейчас, опять-таки, потому что он очень хотел, вот мне прям от всех карт веет близкого человека по душе, но он его за всю свою жизнь не нашел, ему было очень непросто в этой жизни, потому что человек невероятно глубокий, невероятные люди глубокие. Я уже делала расклад про Сорина Игоря, да, из группы Иванушки Интернешнл, который покончил жизнь самоубийством. Вот невероятно глубокие люди, они всегда страдают от своего одиночества, от безысходности и готовы все поменять, все вот к чертям просто бросить, да, бросить к ногам черта, как говорится, лишь бы все поменять в своей жизни. Вот его желание самое большое – гореть все, вот гори, сарай, гори и хата, да, гореть все синим пламенем, пусть оно горит, а я начну все заново. Вот что-то перевернуть, что-то поменять в своей жизни настолько, на 180 градусов, чтобы никогда больше не быть прежним Борисом Моисеевым, возможно, вообще даже им не быть, да. Вот об этом здесь речь. Но здесь не о смерти, здесь не о том, что там уйти из этой жизни, нет, здесь не об этом. Здесь просто о том, чтобы все перевернуть так, чтобы крыша поехала даже у самого себя. Давайте копнем поглубже в детство Бориса Моисеева, отношения с матерью его, да, он сам почему-то говорил, сочинял, возможно, да, насколько я поняла, о том, что его мама сидела в тюрьме, и там она завела роман с сотрудником, да, тюрьмы, насколько я знаю. Если я не ошибаюсь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И от этого сотрудника, видимо, тюрьмы, да, он появился на свет в местах лишения свободы. Потом появился его брат, сказал, что все это неправда, что мама была обычной рабочей женщиной, да, воспитывала, содержала, все было в семье нормально. Давайте на самом деле посмотрим, каким было детство Бориса Моисеева, для чего-то же он это сочинил. Если мы что-то сочиняем, уже будучи во взрослом осознанном возрасте, что-то про свое детство, это не просто так, либо там была какая-то боль, какие-то переживания. Это не всегда бывает для пиар-хода, да, то есть вот многие говорили, что он для пиара это сделал, вполне возможно, что нет. Давайте посмотрим. Детство Бориса Моисеева, его отношения с матерью. Про отца ничего не сказано, к сожалению. Детство Бориса Моисеева, его отношения с матерью. Каким было детство Бориса Моисеева? Каким было детство Бориса Моисеева и его отношения с его матерью? Угу. Так. Очень непростые были отношения, очень сложные, да, очень трудно было договориться с человеком, вернее, с мамой, да, мы сейчас про отношения с матерью говорим, мы сейчас про детство говорим, да, оно не было безоблачным, и поэтому, конечно же, иллюзии, вот эти розовые очки, сочинить что-то, да, для того, чтобы просто уйти от тех реалий, которые были у него в детстве. Я сочиняла про свое детство для того, чтобы уйти от тех реалий, которые были на самом деле, да. Был очень сложный выбор у Бориса Моисеева в детстве, какой-то очень сложный выбор, который привел его к какому-то фатуму, да. Плюс ко всему здесь еще говорится про аддикцию. Аддикция – это привязанность. Очень сильно был привязан человек к маме.
на самом деле был привязан к маме, да, тут аддикция не выражает ничего дурного, ничего плохого, здесь дьявол говорит нам о привязанности к матери, да, и ему было очень тяжело от этой привязанности как-то уйти, он над собой работал, слишком много в его жизни значило вот это слово «мама», да, для многих, для нас многое значит слово «мама», да, и вообще мама, не только слово, да, это я так выражаюсь, но для него прямо имело какое-то огромное значение. Он как-то был особенно привязан, особенно близок, вот именно он к ней, не она к нему, а именно он к ней, а она к нему имела какое-то такое отношение, скажем так, ну, есть и есть, да, вот здесь вот об этом речь. И он как-то обозлился на свою маму, потом уже в начале своего пути, в подростковом возрасте, я был очень сильно привязан к маме. И мне было так тяжело расставаться, мне было так тяжело осознавать, что она не имеет ко мне каких-то особых чувств, да, карта двоечка мечей, ну, есть ты и есть, да, ну, смотрю я на тебя и смотрю, но есть у меня не только ты, но есть и еще кто-то, вот кто-то был, либо это его брат, либо кто-то еще, на кого она распылялась, на одного Бориса она не могла вылить всю свою любовь, всю свою нежность, да, и был какой-то непростой выбор, чтобы начать все с нуля и как-то о своем детстве немножечко так приврать, скажем так, да, вот ему было так легче почему-то приврать про свое детство. Ему не хотелось говорить про свое детство, всего того, что на самом деле в нем было. Не хватало ему женской, не хватало ему материнской любви. Не купался он, скажем так, в нежности, да, материнской, но очень этого хотел, потому что был глубоко привязан к своей матери. Вот об этом здесь речь. Детство Бориса проходило, ну, как классическое детство на самом деле, да, как у любого подростка того времени, но здесь вот мама почему-то как-то была особенно холодна, по двоечке мечей, я холодна к тебе, у меня есть еще кто-то, я не буду только на тебя распыляться. И он как-то себе придумал какой-то свой иллюзорный мир, придумал, сделал какой-то выбор, и в пользу этого выбора, вот, чтобы забыть какие-то детские свои травмы, придумал какую-то историю про маму почему-то, да, но ему было очень тяжело как-то отойти от мамы, ему было очень тяжело то, что мама к нему не питает каких-то огромных чувств, я здесь не вижу каких-то чувств от мамы, да, но он был прям привязан к ней, вот здесь даже мужчина и женщина связаны одной цепью, да, вот здесь вот об этом речь, ему тяжело было от того, что она недолюбила его, скажем так, ему так казалось, да, я не говорю, что так оно и было. Ориентация Бориса Моисеева, был ли у него любимый человек? Очень многие спрашивают про ориентацию, да, Бориса Моисеева, его личная жизнь покрыта тайнами, покрыта мраком. Ориентация Бориса Моисеева, был ли любимый человек у Бориса Моисеева? Ориентация Бориса Моисеева и был ли у него любимый человек? Ориентация Бориса Моисеева. Ориентация Бориса Моисеева и был ли у него любимый человек? Уходит от ответа. Тяжело. Королева кубков. Рыцарь пентаклей. Знаете, тут о чем речь, да? Вот опять-таки все мы родом из детства. Про ориентацию, если говорить, да, на становление его как мужчины, во всех смыслах этого слова повлияла женщина, королева кубков. Мама, да, я вижу здесь маму. Я вижу здесь одну единственную любимую женщину за всю жизнь, и это мама. Вот королева кубков здесь выступает такой очень нежной, такой очень воздушной, такой очень любимой женщиной, но мама таковой не являлась у него, да, а он вот придумал себе эту иллюзию. Мама, которая его родила, да, 20-й старший аркан, страшный суд. То, что тебе по судьбе, то, что тебе по карме тебе, по судьбе тебе твои родители, да, твоя мама. Мама, которую я так сильно любил, повлияла на мое становление как мужчины. И я выбрал мужчин. Понимаете, о чем речь? Ориентация здесь не гетеро, да? Можно сказать, даже он был бисексуалом, если можно так сказать. То есть я уходил от нормального. Я не понимал, почему ты ко мне ничего не чувствуешь и ничего не испытываешь. Я хотел больше от тебя любви, но я чувствовал пустоту. Вот, 4 мечей. Я чувствовал пустоту от самой любимой женщины, от первой любимой женщины, от матери, которая дана мне Господом Богом, да? И я ухожу от нормального. И я прихожу к той ориентации,
ну, которую вы видите, да, сейчас рыцарь Пентаклей, он нашел какого-то пажа мечей, да, в своей жизни, был ли у него любимый человек, был человек, которого он поднял в этой жизни, да, сам Борис Моисеев уже тогда был при какой-то денежке, да, при какой-то, возможно, известности, славе, и он нашел некого пажа мечей. Паж мечей тогда был еще не раскрученный, не популярный, возможно, он и сейчас не совсем популярен, да. Паж мечей – это тот, кто без денег, без всего, просто познакомился с Борисом, и Борис его впустил в свое поле, скажем так, да, я не сказала бы, что он был прям любимым человеком, но он был человеком, который как-то скрашивает его одиночество, да, и вот на тебе денежку, на тебе все, что хочешь, но будь со мной. То есть ориентация была, скажем так, бисексуалом все-таки был, да, я могу сказать, что он не был именно геем, да, я не могу сказать, что он был именно гетеро, но на его становление повлияла мама. От женщин исходит какое-то не тепло. Понимаете, вот моя мама не была теплой, моя мама не была ко мне такой, какой я бы хотела ее видеть возле себя, да, и поэтому, скорее всего, от всех женщин веет каким-то холодом. Вот от всех женщин холод, от всех женщин какая-то безысходность, безнадега. Поэтому я выберу мужчин, но хоть мужчины со мной будут, возможно, на одной волне, потому что я сам мужчина, да, и я впущу этого маленького пажа в свою жизнь, вот какого-то пажа, какого-то молодого мужчину он впустил в свою жизнь, который был младше его. Но опять-таки вот мама тут показана как карма, и это его карма непроработанная, да, какая-то. Тут скорее даже его не столько сексуальные какие-то связи интересовали, да, сколько, опять-таки, душевность, разговоры, будь со мной, поговори со мной и так далее и тому подобное. Здесь такая боль какая-то веет от этого расклада, да, и по поводу ориентации даже я ухожу от всех женщин, они мне не нужны, потому что мама была такая, значит, все будут такие, да. Тут вот об этом речь. Это его подсознание с ним так говорило. Был ли любимый человек? Был человек, которого он как-то поднял в своей жизни, да, как-то, возможно, прославил, как-то дал ему денежку какую-то, на, возьми, только будь со мной. Вот здесь об этом речь. Отношения Бориса Моисеева с Аллой Пугачевой. Были ли они на самом деле друзьями? Потому что Алла Пугачева сыграла очень большую роль в его становлении как артиста на сцене, да. Он начал с ней появляться сначала, потом он самостоятельным стал артистом. Ну, он изначально был самостоятельным артистом, да, я неправильно сказала. Потом он познакомился с Аллой Пугачевой, она его как-то вот прям в свет вывела, да. Потом они стали друзьями, чуть ли Кристина Орбакайте там не была его дочкой, да, которой у него никогда не было. Ну, то есть Борис любил ее как дочку, Кристину. И поэтому я хотела бы задать этот вопрос. Отношения Бориса Моисеева с Аллой Пугачевой. Были ли они на самом деле друзьями? Отношения Бориса Моисеева с Аллой Пугачевой. Были ли они на самом деле друзьями? Общие интересы какие-то, да, я тебе что-то дала, но у меня к тебе интерес. Видимо, Алла, ну, это, скорее всего, Алла, а не Борис, да, потому что Алла была уже тогда супер-мега известной женщиной, а Алла что-то дала Борису. Но ты мне для чего-то нужен. Тут не про дружбу, да. Он, возможно, действительно был к ней с теплыми намерениями, относился к ней тепло, к Алле, да, но Алла, что-то я тебе дала, но ты мне для чего-то еще понадобишься, конечно. Темная луна, ты еще мне для чего-то нужен, милок мой, да, тут Алла как бы говорит. Ты не просто так в моей судьбе, я тебя не просто так прикормила с руки. Я же императрица, я же делаю так, как нужно, я же делаю так, как мне угодно, так, как я хочу. У нас с тобой одна тайна на двоих, ну, даже на троих здесь, да, тут кто-то третий еще был. У нас здесь с тобой одна тайна, которую ты не посмеешь раскрыть. Я тебе что-то дала, но ты мне что-то тоже отдашь взамен. Да, и тебе будет ой, как тяжело. И после того, как ты отдашь это, ты перейдешь либо в новую жизнь, либо ты перейдешь в иной мир, да. Здесь очень страшные карты, на самом деле, если их раскрывать все вместе. Я тебе что-то дала, шестерка пентаклей. Ты мне по тузу мечей для чего-то должен, как императрица. Ты как, извините меня за выражение, как прислуживаешь мне, да, простите меня, поклонники Бориса Моисеева, но так оно и есть, да. Но он об этом не догадывался, да, то, что она к нему так относилась. Но по темной луне и по Иерофант, у нас с тобой одна тайна на двоих, там, на троих, да, я не знаю, кто там третий человек. По темной луне ты сделаешь все так, как нужно, а потом, когда ты мне будешь не нужен, ты уйдешь во своясень, ты уйдешь тяжело.
Здесь не дружеские отношения, здесь у Бориса, Калли, да, возможно, были какие-то дружеские, теплые отношения, но здесь, очевидно, со стороны того, кто круче, женщина, да, императрица вышла, того, кто уже был на пике славы, с ее стороны здесь какие-то корыстные цели в сторону этого человека, в сторону Бориса Моисеева, здесь об этом речь. Здесь не про дружбу, друзья мои. Кем на самом деле являлся Сергей Горох для Бориса Моисеева? Кем на самом деле являлся Сергей Горох для Бориса Моисеева? И потом мы посмотрим, как Сергей Горох относился к Борису Моисееву. Кем на самом деле являлся Сергей Горох для Бориса Моисеева? Кем на самом деле являлся Сергей Горох для Бориса Моисеева? Шанс. Мой шанс, который не оправдал себя. Мой любимый человек, я же говорю, это он. Мой любимый королева кубков. Мой любимый человек, который, слава богу, не напоминает мне маму. Тут все про маму. Мама, которая была ко мне холодна, и слава богу, ты мне ее не напоминаешь. Именно поэтому я выбрал не женщин, а мужчин в своей жизни. Ты мой шанс на эту жизнь. Что-то с шансом как-то не клеится. По девятке мы стоим на месте, стагнация. Я боюсь, что ничего не получится. Как с мамой ничего не получилось, но как с мамой в том плане, в нормальном плане, да, вы мне простите за интерпретацию этого ответа. Как с мамой ничего не получилось, как мама со мной была холодна. Точно так же, похоже, и ты со мной холоден, и тебе нужны только мои пентакли и моя слава. Но я понял это слишком поздно. Ты со мной играешь, двоечка пентаклей, но ты мне был так нужен, ты мой шанс, да. Именно поэтому я выбрал тебя как любимого человека, это тот самый паш мечей, которого он поднял, приподнял, скажем так, да, ну и который ничего хорошего ему не дал, кроме того, что люби меня. То есть Борис его любил как-то больше, да, то есть у короля кубков, король кубков это любимый мужчина. Это не любящий, это любимый. Точно так же, как и королева кубков, это любимая женщина, понимаете? Это не любящая женщина, это любимая. Так вот, точно так же я тебя люблю, ты мой шанс, надеюсь, не будет так, как с мамой. Но все получается точно так же, как с мамой. Но ты мужчина, как так? Что мне делать? Я не понимаю, я запутался. Вот от этих карт вот именно этим веет, да? А как Сергей Горох относился к Борису Моисееву? Давайте посмотрим всю правду. Как Сергей Горох на самом деле относился к Борису Моисееву? Здесь были какие-то отношения, да, любовного характера, на самом деле, хочу сказать, у Сергея Гороха и у Бориса Моисеева. Как Сергей Горох относился к Борису Моисееву? Как Сергей Горох относился к Борису Моисееву? Тепло, пока были пентакли, да? Угу. Работал я какую-то женщину. Тоже здесь какая-то женщина. Интересно, друзья мои. Рассказываю. Тут вот тоже сначала я говорю о том, что с теплом относился, но тут следующая карта параллельно, так вышла рыцарь мечей, да, не воспринимал тепло, которое веет от Бориса. Вот тут вот об этом. Тут не с теплом относился. Тут не воспринимаю тепло, которое от тебя веет. В моей душе работа, чеканить пентакли. Сколько можно говорить о чувствах? Я чеканю пентакли, и я работаю на какую-то королеву жезлов. Возле тебя есть какая-то королева жезлов с черной кошкой, которая магичит, что-то делает, да? Вот я с ней как-то сотрудничаю против тебя. И пока ты не видишь, и пока у тебя завязаны глаза, а ты реально не видишь, что происходит, возле тебя происходят какие-то распри, какая-то дележка, возможно, твоих денег, возможно, еще чего-то, да, и я к тебе на самом деле, как король мечей, холоден достаточно, да, как он относился к Борису, он относился к Борису чисто потребительски, это были, возможно, и любовные отношения, но потребительски. Я не понимаю вот этого радушия, тепла, эмоций, я не испытываю никаких. Для меня на первом месте работа. Ну-ка, пошли работать, пошли чеканить монеты, пошли чеканить пентакли. Я тут еще на королеву жезлов работаю, и мы тут против тебя вместе с ней, у тебя вообще ничего непонятно, у тебя завязаны руки, глаза, ты вообще ничего не знаешь, как на самом деле мы холодно к тебе относимся. Вот его отношение к Борису Моисееву.
Было ли на Борисе Моисееве магическое воздействие? Вот это сейчас хочу посмотреть, и заключал ли он наш любимый договор, в кавычках, да, с темными силами. Было ли на Борисе Моисееве магическое влияние, воздействие? Было ли на Борисе Моисееве магическое воздействие? Спросила одна из моих подписчиц. Было ли на Борисе Моисееве магическое воздействие, влияние какое-то оказано на Бориса Моисеева? Было ли на Бориса Моисеева оказано магическое воздействие, влияние? Магическое воздействие, влияние показывают карты отшельник, маг, да, кто не знает, темная луна и, возможно, королева жезлов, если это связано с некой женщиной. Было ли на Борисе Моисееве магическое влияние, какое-то воздействие, да? Так. Опять выходит, да, вот эти два человека. Тот, кого я поднял, паш мечей, та, кто мне дала какие-то связи или, возможно, средства, да, которые от меня чего-то ждет, и мне от этого плохо. Не было здесь именно магического воздействия, хочу сказать, да, здесь было нечто другое. А здесь был подписан, возможно, какой-то договор, а мы сейчас посмотрим об этом договоре. Здесь именно магии на Борисе не было. То есть именно не из-за магии он заболел, ничего магического, никакой порчи. Нет, здесь все немножко другое, да. А здесь та женщина, которая, хотя она в образе мужчины, да, та женщина, которая ему что-то дала, но почему-то здесь король Пентаклей у меня выходит, но я чувствую, что это какая-то женщина с очень мужской энергетикой. Вот хотите верьте, хотите нет, хоть убейте меня, да, я чувствую, что король Пентаклей – это женщина, у которой много денег, которая имеет мужскую энергетику, возможно, даже такой мужской голос, которая такая, знаете, поставленная. Я тебе дала, ты мне возвращай, ты мне должен вернуть своим здоровьем. Тут как здоровье какое-то идет, да, ты мне вернешь своим здоровьем. Тут не про магическое влияние, тут про какой-то культ, про какой-то обряд, про какой-то договор, это тоже связано с магией. Но здесь немного другое, то есть на него не порчу навели, а он сам заключил, возможно, какой-то договор. Да, мы с тобой тут договорились, и ты мне отдашь своим здоровьем. И паш мечей, которого ты когда-то поднял и приподнял, с которым у тебя мир и согласие, он тоже об этом знает. Тут двое, да, помните, я говорила, трое как-то в связке, и 3 человека знают про этот секрет, да, ну, может быть, кто-то еще знает. И Борис находился тут как вот в ловушке в какой-то. Вот я что-то сделал, я что-то с кем-то подписал, я нахожусь в ловушке у этого пажа мечей и у этого короля Пентаклей, который чует мое сердце, женщина, да, мужская такая политика у этой женщины. Так вот, про магическое влияние, тут не магическое влияние, тут Борис сам что-то взял, подписал, возможно, и как-то о чем-то договорился, после чего он своим здоровьем должен был это вернуть женщине и вот этому мужчине, которому, между прочим, он сам как-то его вывел в люди. Вот об этом здесь речь. Давайте посмотрим как раз вот про темный договор, да, действительно ли, не действительно ли, а заключал ли Борис Моисеев договор с темными силами? Заключал ли Борис Моисеев договор с темными силами? Заключал ли Борис Моисеев договор с темными силами? Заключал ли Борис Моисеев договор с темными силами, чтобы иметь славу, известность, популярность, деньги, да, но чтобы что-то отдать взамен, это что-то было его здоровье. Заключал ли Борис Моисеев договор с темными силами? Королева мечей здесь, опять женщина, да, повешенные. Да, он неправильное решение принял, и от этого ему потом было очень грустно. Да. Он был очень доверчив, вот как ребенок, вы знаете, вот доверчивый ребенок. И он думал то, что он выиграл в судьбу, он победитель, да, но он принял неправильное решение, и с некой королевой мечей, эта королева мечей предстает как королем Пентаклей, как королева мечей, как королева жезлов, как императрицей, она же одна единственная, и чует мое сердце, что это Алла Пугачева, да, не знаю, вот хотите верьте, хотите нет, но это вот чувствует мое сердце, что это Алла Пугачева, которая заключила с ним этот контракт, да. Повешенный – это жертва, это состояние эффективности, состояние жертвы, когда ты в жертве и когда тебя берут в эту жертву, ты что-то подписываешь, ты принимаешь неверное решение, очень об этом потом сожалеешь, но ты теперь жертва некой королевы мечей, которая тебя просто провела как ребенка. Ты думал то, что ты выиграл в судьбу,
Но на самом деле ты не оказался победителем, ты оказался повешенным. Да, действительно, Борис Моисеев заключал договор с темными силами, но так до конца и не понял, что это за договор. Но потом, когда он это понял, он очень сильно об этом пожалел, потому что расплатился он за этот темный договор, за успех, за славу, за деньги, своим здоровьем. Вот об этом речь. По поводу магического влияния, это скорее не магическое влияние, скорее люди сами подписывают договор с темными силами и, да, имеют некое влияние от дьявола, да, но это не порча, наложенная на то, чтобы у человека развился инсульт и так далее, и так далее. Нет. Тут скорее человек сам принимает решение, быть в этой связке или не быть в этой связке. Возможно, он не был бы таким популярным, если бы он не заключил этого договора. Ну и тут, скорее всего, половина наших звезд, половина нашего шоу-бизнеса работает именно по этому темному договору. Что такое темный договор? У меня есть на канале, где-то здесь выйдет ссылка, пожалуйста, посмотрите, если не смотрели. Почему резко заболел Борис Моисеев? У него действительно случился инсульт. Из-за чего? Давайте посмотрим. Мы уже поняли, что он заключил темный договор, что расплачивается здоровьем. Да? Почему резко заболел Борис Моисеев? И действительно ли у него случился инсульт? Почему резко заболел Борис Моисеев? И действительно ли у него случился инсульт? Почему резко заболел Борис Моисеев, и действительно ли у него случился инсульт? Почему резко заболел? Обманули. Обманули хорошим отношением. Так, сейчас. И все рухнуло. Да, инсульт действительно случился. Пошел не в том направлении, запутался и принял неверное решение. Обманули. Я же говорю, подписал договор, но подписал даже не понимая, что он подписывает. Он такой вот наивный, добрый, как ребенок, да, вы знаете, вот философ, очень умный, очень мудрый, но в то же время у него есть вот эта детская сторона, хорошая сторона, которую вот так вот обмануть, плохим людям расплюнуть. Обманули, и после этого он расплатился своим здоровьем. Выбрал неверный путь, обманули своим хорошим отношением. И случилась башня. Случилась башня, потому что он принял неверное решение. Две карты неверного решения, две карты неверного пути. Карта ухудшения здоровья. Карта башни может означать, как и карта смерти, да, вместе с картой четверка мечей. Обманули своим хорошим отношением ко мне, я на это повелся. И только в конце жизни я понял, кто есть кто, да, но так и не придал этому значения, потому что все равно уходить. Вот об этом здесь речь. Почему резко заболел? Потому что обманулся, повелся на хорошие отношения, подписал опять тот же самый договор, да, случился инсульт, действительно он случился из-за того, что был темный договор, условия темного договора были здоровье. Я заберу твое здоровье, я заберу твою энергетику, я заберу твою харизму, я заберу твою энергию, она мне нужна. Нужна твоя вот эта душа, да. Страшные вещи. Жив ли Борис Моисеев? Задают такой вопрос мне даже, да, давайте посмотрим, жив ли Борис Моисеев. Просто посмотрим, да, хотя я уже вижу, что человека нет в живых. Я от карт это чувствую. Жив ли Борис Моисеев? Живо ли тело Бориса Моисеева? Течет ли по его жилам кровь? Живо ли тело Бориса Моисеева? Течет ли по его жилам, по его венам кровь? Умеренность. Ангел. Ангел. Я ангел. Нет. Нет. Когда выпадают старшие арканы, я говорю о том, что человека не может не быть в живых, да? Но здесь немножко про другое, друзья мои. Человека нет в живых, действительно. Здесь у меня аж прям мурашки пошли по коже. Жива моя душа. Несмотря на то, что я заключил договор с темными силами, они забрали у меня здоровье, но они освободили меня, теперь я ангел. Я ангел. Моя душа жива. Не я сам, не мое тело. Я летаю, я не могу быть на земле. Люди смотрят на меня и молятся на меня. И не молятся на меня, как вот приходят ко мне на могилку, да, еще что-то, да. Поклонники мои, возможно, вот об этом здесь речь. Нет, его в живых нет, к большому сожалению, да. Я как ангел, я летаю. Я между небом и между землей. Меня нет в раю и нет в аду. Я просто смотрю на вас. Такие печальные карты достаточно.
Умер ли Борис Моисеев своей смертью? Умер ли Борис Моисеев своей смертью? Умер ли Борис Моисеев своей смертью? Действительно ли Борис Моисеев умер своей смертью? Действительно ли какая-то очень возвышенная душа, возвращаясь к прошлому вопросу, да, поэтому она улетела на новые миры, скажем так, познавать, да, какая-то возвышенная, глубокая душа. Я же говорю, он был глубоким человеком. Но в то же время наивным, как ребенок, потому что вот он как ангел. Знаете, вот интересно, у него такая душа необычная. Душа приземлилась на эту землю, чтобы совершить что-то невероятное, но в итоге не получилось, и там где-то в других мирах он совершает что-то невероятное. По крайней мере, мне так хочется, чтобы это было, да. Умер ли Борис Моисеев своей смертью? Завещал какой-то женщине, какому-то мужчине, оставил деньги, все, что я заработал непосильным трудом, оставил деньги, завещал какой-то женщине, любимой женщине, но это не мама уже, да, вышла тут здесь какая-то женщина, которую вот он любил тоже, прям вот обожал, как дочку даже, да, возможно, вот здесь об этом речь, и какому-то любимому королю кубков. Тут речь о том, умер ли он сам. Да, он умер сам, тут нет убийства. Несмотря на то, что вышел туз мечей, здесь туз мечей говорит о том, что человек мог позвать на помощь. Вот об этом речь. Человек мог позвать на помощь, но решил уйти. Я уйду в другие миры, я буду там странствовать. А для того, чтобы вам было легче, я оставлю вам все то, что нажил, и уйду, не буду звать на помощь. Я уйду, я смелый, туз мечей, я смелый, я уйду. Я уйду победителем из этой жизни, да, я буду в каких-то других мирах. Здесь нет убийства, я не вижу здесь карт убийства, не вижу здесь карт какой-то разрухи, какого-то, хотя есть туз мечей, да, что мы убили мы тебя, чем-то зарубили, да, я могла это так интерпретировать, но нет, здесь не об этом речь, здесь о том, что я мог позвать на помощь, но я не позвал, потому что я пошел странствовать дальше, вот мне так легче. Его никто не убил, криминальной составляющей в этом нет. Но он оставил большое количество денег какой-то женщине, какому-то мужчине. Почему при жизни Бориса Моисеева не издавались его новые релизы и оцифровки песен? Почему при жизни Бориса Моисеева не издавались его новые релизы и оцифровки песен? Почему при жизни Бориса Моисеева не издавались его новые релизы и оцифровки песен? Так. Потому что большое значение имеют большое значение и большие деньги и в жизни какого-то мужчины, и вообще в целом вот какой-то мужчина издал его релизы и оцифровки песен. И какое-то большое значение имеют релизы, песни и все, что связано с артистом и музыкантом после его смерти. Большие деньги, большое значение, очень сильно много распространяется и покупается именно после ухода. Уходит человек ложится в гроб, грубо говоря, да, тело в гробу, человек умер, человек уходит, и какое-то большое значение как-то сильно много покупается и продается уже после того, как человек ушел. Да, да. Здесь с быстротой молнии, скажем так, да, уходят эти релизы, песни после того, как человек уходит. Уже большое какое-то значение имеет смерть человека. На смерти человека делают какой-то огромный пиар. И в жизни короля жезлов, некого короля жезлов, который был в жизни Бориса Моисеева, тоже появились какие-то возможности, какие-то деньги, возможно, да, продать эти релизы уже после смерти Бориса Моисеева, потому что это было более выгодно, чем при жизни. Потому что при жизни, ну так о человеке, возможно, подзабыли, не говорили, да, уже в конце его жизни, а тут человек умер, и бац, все, распространились релизы, распространились песни, сразу хлынули деньги, хлынула новая слава, какие-то новые заголовки, я не знаю, да, в интернете и так далее. И человека стали больше покупать и слушать снова, заново. Вот об этом здесь речь. Чувствует ли душа, последний вопрос, чувствует ли душа от поклонников Бориса Моисеева, чувствует ли душа Бориса Моисеева сейчас все то, что делают для него поклонники? Чувствует ли душа Бориса Моисеева все то, что делают сейчас для него поклонники?
Чувствует ли душа Бориса Моисеева все то, что делают для него сейчас поклонники? Ходят к нему на могилку, да, цветы на могилку кладут, убираются там, да, пишут ему стихи, я так понимаю, да, возможно, думают о нем постоянно, молятся за него, чтобы ему там было хорошо. Чувствует ли душа Бориса Моисеева сейчас все то, что делают для него поклонники? Да, я теперь свободен. Я теперь свободен, я как ангел опять, да, вот это такие хорошие карты, я как ангел, я обнулился. Дурак только называется как дурак, да, вот в системе именно Уэйта и в некоторых других колодах дурак обозначает свободного человека. Я свободен, как ветер. Вспомните Иванушку-дурачка из сказок. Он был не дурак далеко, да, и он решал такие сложные задачи, какие-то многозадачные ситуации, выходил из них победителем, несмотря на то, что его окружали какие-то королевичи, не могли справиться с этими задачами. А Иванушка-дурачок, он был как ребенок, он был как ангел, да, и поэтому он решал задачи на раз-два плюнуть. И вот здесь точно так же с Борисом Моисеевым. Я чувствую все, что вы для меня делаете. Я свободен, я счастлив, и мне так хорошо. Со мной мой верный друг собака, но это так, не буквально, да? Но мне там хорошо, мне там свободно, мне сейчас там привольно. Моя душа отдыхает, моя душа не переродилась, она превратилась во что-то новое, сверхъестественное, и мне прекрасно в этом мире. Потому что в этом мире, в котором вы находитесь, я чувствовала себя не очень, да, хорошо. Я чувствовала себя лишним, чужим, одиноким. Мне там было тяжело, да, на колоде, на дне колоды. И я чувствую чувствую то, что вы делаете сейчас для меня, и мне от этого легко, привольно, свободно. Я счастлива. Вот на этой хорошей ноте, положительной, если можно так сказать, да, потому что человека уже нет с нами, мы заканчиваем этот расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои вопросы, пишите, что вы думаете о Борисе Моисееве, слушали ли вы его, слушаете ли вы до сих пор его песни, являетесь ли вы его поклонником. Я всегда читаю ваши комментарии, практически на все ваши комментарии, которые вижу, я отвечаю. С нами были карты Райдера Уэйта, спасибо картам, спасибо вам за то, что дослушали до конца. Напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, есть обряды, которые я провожу для вас на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения, на ваше здоровье, ставлю защиту, делаю обереги и делаю чистки также. Все это вы можете заказать у меня в личке, либо написать мне в комментариях. Просто напишите, как с вами связаться, и я с вами обязательно свяжусь. До новых встреч, друзья, я вас очень люблю.